профессиональный праздник. Я вас поздравляю. В последние годы на вашу долю, на долю ваших сотрудников выпали серьезные испытания. Вместе, собственно, со всей страной, конечно, вы оказались на высоте, чего я желаю и в будущем. Как работа идет? Владимир Владимирович, спасибо большое. Ну и, во-первых, конечно, спасибо за поздравления, за высокую оценку. Для нас это невероятно важно. За постоянное внимание к делам службы, за то, что вы нас всегда слушаете и еще раз за вашу поддержку. 2 года назад в Александровском зале Большого Кремлевского дворца вы сказали нам, всему коллективу, что в числе приоритетов формирования санитарного щита нашей страны и главная задача – уберечь граждан от различных сегодняшних угроз, и биологических, и гигиенических, и грядущих. И если вы позволите, я постараюсь коротко доложить о том, что нам удалось за это время сделать в рамках серьезной программы, серьезной задачи, которую вы перед нами поставили, которая исполняется по вашему поручению. Но если вот брать прошлый год, мы посмотрели, что мы дали стране, как мы реализуем свои задачи. И оказалось, что предотвращенный экономический ущерб в результате снижения числа случаев инфекционных заболеваний, в результате мер, которые принимаются, составил 865,9 миллиарда рублей. А предотвращенные потери, связанные с факторами внешней среды, когда мы смогли нашими усилиями предотвратить заболеваемость неинфекционную, здесь 213,3 миллиарда рублей. Ну и что важно, на 15% вырос уровень доверия к нашим мерам санитарно-эпидемиологического характера. Мне кажется, что это уже результат, который мы и будем развивать дальше. Создана единая информационная аналитическая система. Мы теперь в течение буквально нескольких секунд получаем информацию о каждом случае инфекционного заболевания, который случается в Российской Федерации и зафиксирован медицинскими работниками. Информация сразу из любой точки попадает в центральный аппарат и также остается на месте для того, чтобы мы могли анализировать. Ну вот здесь небольшие цифры о том, какое количество данных, знаний мы получаем сегодня. Для того, чтобы не ошибиться, мы ввели в эту базу информацию о том, что было в течение 30 последних лет, чтобы можно было сравнивать и понимать все тенденции происходящего. Ну и вот диаграммка небольшая, она как раз свидетельствует о том, что мы можем видеть. А мы можем видеть, как в случае кишечных инфекций вирусы вытесняют бактерии. У нас все меньше и меньше заболеваний, которые вызываются бактериями, сальмонеллами, дизентерийными возбудителями, и все больше те, которые вызываются вирусами. И, значит, мы меняем вектор своих действий, диагностику, ПЦР-диагностику, выявление. И, конечно же, здесь большое количество результатов, которые мы можем использовать именно для защиты нашего населения. А почему это происходит? Вирусы быстрее размножаются, вирусы быстрее реплицируются. Ну, не раньше так себя вели. Что сейчас-то изменилось? Мы раньше так себя не вели. Мы очень много общаемся, значительно больше, чем 100 лет назад. Мы за 150 лет поменяли вообще жизнь свою полностью. У нас больше контактов, у нас больше питания вне дома, и мы зависим уже от того, как исполняют правила те или иные люди. Система подготовки продуктов питания тоже изменилась. Если раньше были маленькие предприятия или там одна корова дома, то сейчас это предприятия, производящие огромное количество продукции одномоментно. И вот здесь значимость наших мер и нашего контроля очень велика, потому что любое нарушение сразу вызывает риск для большого количества населения. А вирусы этим пользуются и, соответственно, очень быстро проникают, ну, они мельче, с ними труднее бороться обычной дезинфекцией. Но они вот так приспосабливаются в изменяющемся мире, который, собственно, человек сам и меняет. Я не буду останавливаться на всех цифрах, они перед вами. Мы сформировали сеть мониторинга патогенов, она трехуровневая. Сначала ПЦР, нам уже давно теперь хорошо известны, но если раньше были ПЦР-лаборатории, то теперь ПЦР-центры, которые аккумулируют информацию и также цифры передают ее. Центры секвенирования, видите, какое увеличение было 14, еще в 2019 году пандемия подтолкнула, и спасибо большое за вашу поддержку наших предложений. Теперь у нас 54 центра секвенирования, это очень много. И, конечно, лаборатории высокого уровня безопасности, их было 5, сегодня 20, мы можем работать с самыми опасными возбудителями и теми же вирусами для того, чтобы их выявлять.
Ну и, конечно, значимый вклад в достижение любой точки нашей страны – это мобильные лаборатории. Мы тоже нарастили мощности. Было 5 лабораторий, теперь 71. И мы можем очень быстро достичь, практически там, где есть дороги, любой точки Российской Федерации, для того, чтобы и оказать помощь для больных с инфекцией, и разобраться, что произошло. Вот представлена здесь сеть мобильных лабораторий, какие они у нас есть. Они все на базе российских автомобилей, высокопроходимых автомобилей, которые сделаны по специальным нашим правилам и стандартам, и которые могут зайти в любой самолет, не в любой самолет, а только в наши самолеты, которые оснащены МЧС. И, Владимир Владимирович, вот если позволите презентовать вам то, над чем мы работаем сейчас, учитывая, что дороги – это дороги, а потребность высокая, сегодня вместе с Ростехом, вместе с вертолетами России мы разрабатываем вот такую же хорошо защищенную и высокопроизводительную лабораторию со съемными модулями на базе нашего вертолета К. И очень надеемся, что в течение ближайших 3 лет сможем вам показать его уже работающим, который обеспечит безопасность в разных точках нашей страны и за рубежом. Очень востребованы в разных странах наши технологии борьбы с инфекционными болезнями. Это ваше поручение, слайд, где написано «Геномный эпидемический надзор», наверное, чуть раньше. Это было ваше поручение, когда мы начали собирать информацию обо всех секвенсах во всей стране, связанного с инфекционными патогенами. Сегодня это все работает, и сегодня не только ковид, уже больше 40 возбудителей. Это и грипп, и вирусы различные респираторные, и гепатиты, и ВИЧи, и вот полный контроль за вирусами мы так обеспечиваем. И сразу видим, меняется, не меняется, есть какое-то отличие или нет какого-то отличия, есть мутация или нет. Здесь целый ряд ведомств самых разных, они очень активно сотрудничают с этой системой. Таким образом, мы видим значительно больше и можем реагировать также значительно быстрее. Еще одно ваше поручение – популяционный иммунологический надзор. Мы начали понимать, какой иммунитет у популяции к кори, к краснухе, не только к ковиду, начинали с ковида в ковидные времена. И вот в правой части слайда по Херсонской области. Мы же не знаем, как там прививали людей. Документов, в общем-то, не везде есть. И оказывается, что прививали очень плохо. Очень и очень. Это очевидная сегодня проблема. Но если иммунитет против, например, паротита, против свинки, в целом в стране у нас 98-97%, то здесь 65,7%. И нам сейчас нужно прилагать большое количество усилий, чтобы там не допускать осложнений, что мы и делаем. То же самое по дифтерии, 83%, по полиомиелиту. В этом нет прямо острой проблемы, потому что мы уже делаем вместе с системой здравоохранения, чтобы там не было никаких проблем. Ну и по другим инфекциям, вы тоже видите, оказалось, что там очень много лихорадки западного Нила, обращений нет, а иммунитет почти у 11% населения есть. Значит, люди встречались, болели, оставили им, теперь мы не знаем, какой диагноз. То же самое по крымской геморрагической лихорадке. Тяжелая болезнь, 12,5% встречались население там с ней, а диагнозов нет, это нигде не описано, и, соответственно, меры не предпринимались. А сегодня мы это делаем и будем делать. То есть вот такой мониторинг позволяет нам видеть, что же происходит. Ну и, конечно, новые инструменты, новые тест-системы, очень быстрые. Сегодня мы уже 49 сделали новых тест-систем, которые исследуют в течение 30 минут в приборе вместо 1,5 часов. Ну и, конечно, здесь, отвечая на один из ваших вопросов на одной из конференций, мы включаем в тест-системы только те вирусы, которые составляют высокий риск для здоровья. И потому что у нас респираторных их 250. На 250 особо тестировать смысла нет, потому что если человек встретился в течение 2 дней, все прошло, это одна история. Если их там уже до 50 вирусов, когда встретился, чувствуешь себя очень плохо, тогда нужно выявить как можно раньше. Вот мы их сюда и зашиваем, в эти новые тест-системы. Сопли-вирус не зашиваете. Это просто нет смысла. Спасибо.